Последний рейс Саранчи. Дневники пустоши. Зона отчуждения. 150 километров от бывшего Екатеринбурга. Пролог. Красный рассвет. Он проснулся от того, что кто-то жевал его сапог. Это был не сон. Ржавый, прогрызненный временем берц, который он нашел еще в прошлом году в руинах военного склада, хрустел на зубах твари, припавшей к его ноге. Пахло гнилью, пережженным пластиком и сырым мясом. Капитан дальней разведки Алексей Громов, позывной «Шепот», не вскочил, он замер. В пустоши, где каждый звук – это приговор, резкие движения – роскошь, доступная только мертвым. Он медленно, почти незаметно, скосил глаза вниз. Существо было человеком, когда-то. Теперь это был просто набор костей, обтянутых серой, шелушащейся кожей, с проваленными щеками и глазами, затянутыми белой плевой. Оно не видело, оно чуяло. Термический след, запах пота, вибрацию крови в венах. Зомби, тупой, медленный, но неуловимый, как сама смерть. В пустоши их называли жнецами. Они не ели ради насыщения, они ели потому, что не могли остановиться. Это был инстинкт, въевшийся в их мутированный мозг после волны красного тумана, нейротоксина, который превратил 90% выживших в этих голодных манекенов. Громов выдохнул. Он всегда делал так перед выстрелом. Медленный, глубокий вдох, задержка, выдох. В тот момент, когда жнец оторвал подошву сапога, и его челюсти сомкнулись уже на грязном носке, Шепот выхватил нож. Короткое резкое движение. Лезвие вошло в глазницу. Гнилая плоть всхлипнула, выпустила облачко зеленого газа, и тело завалилось на бок, все еще подергиваясь. Громов встал, отряхнул штаны. Небо было красным, всегда красным. Это радиационная дымка, висящая над землей уже 15 лет, не давала солнцу быть настоящим. Оно висело где-то за пеленой, как тусклая лампочка в комнате, полной дыма. Горизонт пылал багровцем. Там, за бывшим Уральским хребтом, горели нефтяные озера. Они горели с того самого дня, когда в 2037-м ударили первые тополя. Они будут гореть еще 100 лет. Громов поднял свой автомат, старый, надежный АК-47, переделанный местным оружейником под патроны, которые еще можно было найти. Он проверил магазин. 3 патрона. 3. Этого хватит, чтобы убить 3 жнецов. Или 1 человека. Он посмотрел на восток, где за руинами бывшего города, который когда-то назывался Пермь, виднелась черная игла. Башня связи. Его цель. Он шел к ней уже 2 недели. Через болото, кишащее личинками радиоактивных мух. Через мертвые леса, где деревья стояли голые, как скелеты. Через пустоши, где ветер носил пепел, смешанный с человеческой пылью. Он шел, потому что там, на самом верху той башни, был передатчик. Единственный в радиусе 1000 километров, который еще работал на солнечных батареях. И если ему удастся запустить его, он сможет отправить сигнал.
Сигнал, который, возможно, никто не услышит, но он обязан был попытаться. «Есть кто живой?» – прошептал он в рацию. Рация захрипела и выдала только белый шум. Связи не было. Ни с кем. Уже 2 года. Глава 1. Песнь пустоши. Громов шел по бывшей трассе М7. Асфальт вздыбился, покрылся трещинами, в которых, как в венах, застыла черная масляная жижа. По обочинам стояли остовы машин. Некоторые сгорели дотла, другие просто сгнили, превратившись в груды ржавчины, похожие на спящих доисторических ящеров. В одной из них, в старой «Волге», он заметил движение. Он вскинул автомат, но это был не жнец. Это была девочка, лет 10, с грязными, свалявшимися волосами, одетая в лохмотья, которые когда-то были школьной формой. Она сидела на заднем сиденье и смотрела на него огромными, испуганными глазами. «Не стреляй!» – прошептала она. «Я не кусаюсь. Я не больная. Я чистая». Громов опустил оружие. Он знал, что такие дети – редкость. Большинство младенцев, родившиеся после войны, были мертворожденными или мутантами. Те, кто выжил, часто становились жнецами уже в подростковом возрасте, когда радиация добиралась до их мозга. «Ты одна?» – спросил он, подходя ближе. Голос его звучал хрипло, как скрип несмазанного механизма. «Нет». Девочка мотнула головой. «С дядей Федей. Он охотник. Он пошел за водой. Сказал ждать, не уходить». «Где он?» «Там». Девочка указала на лес справа, за оврагом. «Он скоро придет. Он всегда приходит». Громов нахмурился. Овраг, о котором говорила девочка, был в 100 метров. Но он не слышал ни звука. В пустоши тишина была главным признаком опасности. Если охотник не стреляет и не кричит, значит, либо он уже мертв, либо он крадется к добыче. «А как тебя зовут?» – спросил он, присаживаясь на корточки. «Аля», – ответила девочка. «А ты?» «Шепот. Так меня называют». «Странное имя», – улыбнулась она, но улыбка была нервной, дерганой. «Аля», – сказал Громов, глядя ей прямо в глаза, – «скажи мне честно, ты давно здесь сидишь?» «2 дня», – ответила она. «Дядя Федя сказал, что он нашел воду, чистую. Он принесет, и мы пойдем дальше, в город, там тепло». Громов почувствовал, как холодок пробегает по спине. 2 дня. В пустоши никто не выживает 2 дня без воды. Девочка должна была быть мертва от обезвоживания, если бы она действительно сидела здесь. Но она выглядела нормально. Даже щеки у нее были розовыми. «Аля», – медленно сказал он, – «дядя Федя, он когда-нибудь возвращался?» Она нахмурилась, словно пыталась вспомнить что-то очень важное. «Возвращался», – прошептала она. «Он всегда возвращался. Он приносил мне еду. Он говорил, что любит меня. Но потом он стал другим. Он стал пахнуть по-другому. И он перестал говорить. Он просто смотрел на меня. Смотрел и улыбался. А потом он ушел и сказал ждать. Я жду». Громов медленно поднялся.
Его рука снова легла на автомат. Он посмотрел на лес. И там, между голыми стволами, он увидел фигуру. Высокую, худую, с неестественно длинными руками, волочащимися по земле. Фигура стояла неподвижно, как статуя, и смотрела на него. У нее не было лица, только черная пустота, в которой, как звезды, мерцали две точки. Белые, холодные, как радиация. «Это не человек», – прошептал Громов, пятясь назад. «Аля, беги!» «Куда?» – засмеялась девочка. Смех ее стал вдруг сухим, скрипучим. «Он же мой дядя. Он пришел. Он всегда приходит. Дядя Федя». Фигура двинулась. Она не шла, она скользила по земле, как тень, не оставляя следов. И когда она приблизилась, Громов увидел, что это действительно был человек. Когда-то его кожа была серой, как у жнецов, но на ней не было язв. Глаза белые, без зрачков, но в них была мысль. Он был умным. «Ты не жнец», — сказал Громов, целясь в фигуру. «Нет», — ответил голос. Голос был эхом, многоголосым, как будто говорило сразу несколько человек. «Я не жнец. Я то, что будет после них. Я эволюция. Я следующий шаг». «Ты, дядя Федя», — вставила Аля, подходя к фигуре. «Ты принес мне воду?» «Воды нет, Аля», — ответила фигура, ласково погладив девочку по голове. «но есть кое-что другое. Мясо. Свежее. Ты хочешь есть?» «Хочу», — кивнула девочка. «Тогда иди к нему. Фигура указала на Громова. Он даст тебе мясо. Он большой и сильный. В нем много мяса». Громов нажал на спуск. Пуля вошла в грудь фигуры, но та лишь покачнулась. Зеленая слизь, сочившаяся из раны, начала пульсировать и затягивать дыру. «Оружие не работает», — сказал голос. «Мы научились. Мы — это память. Мы — это сотни тысяч умерших, которые не хотят уходить. Мы — новый мир. И ты, Шепот, ты — часть нас. Ты просто еще не знаешь об этом». Громов выстрелил еще раз, в голову. Фигура пошатнулась, но не упала. Из пробитого черепа выползли черви, длинные, блестящие. Они переплетались в клубок, регенерируя плоть. «Бесполезно», – прошептала Аля. Она смотрела на Громова уже не детскими, а взрослыми, холодными глазами. «Ты умрешь, мы все умрем и станем частью его, частью голоса». Громов развернулся и побежал. Он бежал, не оглядываясь, слыша за спиной тяжелый топот ног и сухой, каркающий смех девочки, который становился все громче, все ближе. Он выбежал на трассу, споткнулся об остов машины и упал. Сердце колотилось где-то в горле. Он посмотрел назад. Никого. Только красное небо и ветер, который шептал ему в ухо. «Мы ждем тебя, Шепот. Мы всегда ждем». Глава 2. Башня. Он добрался до башни связи на закате. Башня была чудом инженерной мысли прошлого века.
Стальная конструкция, уходящая в небо на 300 метров, покрытая ржавчиной, но все еще целая. Вокруг нее была мертвая зона. Ни деревьев, ни травы, только серая, спекшаяся земля, испещренная воронками. Громов подошел к основанию. Дверь была сорвана с петель. Внутри было темно и пахло старым электричеством и пылью. Он включил фонарь, маленький диод, который он берег для самого важного момента. Луч выхватил из темноты лестницу, уходящую вверх. Она была цела. Он начал подъем. Каждый шаг отдавался эхом в пустом пространстве. На втором этаже он нашел труп. Свежий. Мужчина в военной форме, но незнакомый. На груди у него была нашивка «Черный орел, клюющий земной шар». Какая-то новая фракция. В голове у мужчины была дыра. Выстрел в затылок. Громов обыскал его. Нашел флягу с водой, пачку патронов к пистолету и карту. На карте была отмечена башня, а также несколько точек к югу. Помечено как логово. Красным фломастером было написано: «Голос здесь, не подходи, сожги». Громов сглотнул. Голос. То же самое, что сказала ему та тварь в лесу. Похоже, это была не галлюцинация. Он поднялся выше. На 10-м этаже он услышал звук. Шаги. Мягкие, крадущиеся. Он замер, прижался к стене. Шаги приближались. И затем из темноты вышла она. Женщина лет 30, с короткими темными волосами и автоматом в руках. Она была одета в такой же черный комбинезон, как и мертвец внизу. «Стоять!» — сказала она холодно. «Ты кто?» «Шепот», — ответил он. «Дальняя разведка. Я иду к передатчику. А ты?» «Лейтенант Соколова», — ответила она. «7-й отряд чистильщиков. Мы здесь, чтобы уничтожить эту башню». «Уничтожить?» – удивился Громов. «Это единственная связь с внешним миром». «Это ловушка», – сказала она, опуская оружие. «Ты слышал о голосе, нет? Тогда слушай. После красного тумана кто-то или что-то научилось управлять жнецами. Не просто заставлять их жрать, а собирать их в стаи, управлять ими, разговаривать через них. И этот сигнал идет именно отсюда, с этой башни. Кто-то использует передатчик, чтобы управлять ордами. Мы пытались заглушить его, но он слишком мощный. Мы должны взорвать ее». Громов почувствовал, как земля уходит из-под ног. Все это время он шел к источнику надежды, а это оказался источник смерти. «Но если мы взорвем ее, мы останемся без связи», — сказал он, — «навсегда». «Мы уже без связи», — ответила Соколова. «Мы мертвы, мы просто еще не знаем об этом». Она подошла к окну, указала вниз. «Посмотри». Громов выглянул. Внизу, у основания башни, собирались жнецы. Сотни, тысячи. Они шли отовсюду, из леса, из руин города, из пустоши. Они шли молча, без единого звука. И их глаза, белые и пустые, смотрели вверх, на башню, на него. «Они идут к голосу», — сказала Соколова. «Каждый день, каждую ночь их становится все больше. И когда наберется критическая масса, они пойдут на юг, на последние города,
туда, где еще есть люди, и тогда конец. Поэтому я должна успеть. Но ты одна, воскликнул Громов. Как ты взорвешь это? У меня есть заряд. Она похлопала по рюкзаку. Пластид, маленький, но мощный. Я заложу его на 150 уровне, где основной несущий узел. Башня рухнет, как карточный домик. «И мы погибнем», — тихо сказал Громов. «Мы уже погибли», — повторила она, — «в тот день, когда упали бомбы. Но мы можем умереть так, чтобы они...» Она кивнула вниз. «Не победили». Они поднялись на 150 этаж. Там в центре площадки стоял передатчик. Огромная машина из ламп, транзисторов и солнечных панелей. Он гудел, издавая низкий, вибрирующий звук, похожий на пение. И этот звук проникал в мозг, заставлял мысли плыть, растекаться, как масло по воде. «Мы должны выключить его», — сказала Соколова, доставая заряд. «Я заложу взрывчатку. Ты подготовь лестницу к отступлению. У нас 3 минуты». Громов кивнул. Он подошел к передатчику, чтобы отключить питание. Но когда его рука коснулась панели, он услышал голос, тот самый, многоголосый, эхом отдающийся в черепе. «Шепот, — ответил голос. ты пришел, я ждал тебя. Я знал, что ты придешь. Ты особенный. Ты последний, кто не поддался. Но это ненадолго». «Заткнись!» — крикнул Громов, ударяя по панели кулаком. «Ты боишься? Продолжал голос. Но страх — это тоже голод. Ты голоден, как и я. Ты хочешь выжить. Ты хочешь есть. Ты хочешь жить. Мы одинаковые». «Нет!» — прошептал Громов. «Ты смерть!» «Я не смерть. — ответил голос. Я вечность. Я те, кто умер, но не ушел. Я их воспоминания. Я их боль, их любовь. Я могу дать тебе, что ты ищешь. Я могу дать тебе сигнал, связь, голос, который услышат за океаном. Там есть люди, живые. Я могу соединить тебя с ними. Просто позволь мне войти. «Как?» Открой дверь. — сказал голос. Сними защиту с передатчика, и я войду. Я сделаю так, чтобы твой голос прозвучал на весь мир. А затем ты станешь моим, частью меня. Ты будешь петь вечно и никогда не умрешь». Громов замер. Внутри него закипела борьба. Он хотел этого, очень хотел. 15 лет одиночества, страха, смерти вокруг. Он хотел, чтобы кто-то услышал его, чтобы он не был последним, чтобы его жизнь имела смысл. «Не слушай его!» — закричала Соколова. «Это ложь. Он говорит то, что ты хочешь услышать». Она подбежала к нему, схватила за плечи, развернула к себе. «Посмотри на меня!» — крикнула она. «Я живая, мы живы, и мы умрем, но умрем свободными. Не дай ему превратить тебя в куклу». Громов посмотрел в ее глаза. В них был страх, но в них была и надежда, та самая, которую он пытался найти все эти годы. «Ты права», – прошептал он. «Я не хочу быть частью этого». Он выхватил нож и перерезал кабели питания. Передатчик зашипел, заискрил и замолк. Голос исчез. Тишина стала абсолютной.
Внизу, у основания башни, раздался вой. Тысячи голосов завыли одновременно, оглушительно, пронзительно. Жнецы пришли в ярость. «У нас есть минута», — сказала Соколова, устанавливая заряд. «Бежим!» Они бросились вниз по лестнице, перепрыгивая через ступени, не чувствуя боли, не чувствуя усталости. Сердце Громова колотилось где-то в горле. Он слышал, как под ними рушится лестница, как железные конструкции скрежещут, ломаясь. Заряд сработал раньше времени. Взрывная волна настигла их на 40-м этаже. Эпилог. Новый рассвет. Громов открыл глаза. Он лежал на земле, залитой красным светом. Соколова была рядом, без сознания, но живая. Башни не было. Вместо нее гора обломков, расплавленного металла и битого стекла. Вокруг, насколько хватало глаз, лежали жнецы. Они были мертвы, по-настоящему. Их тела разлагались с ужасной скоростью, превращаясь в пыль, которую уносил ветер. Вой прекратился. Впервые за 15 лет Громов услышал тишину, настоящую, без шепота, без скрежета, без голосов. «Мы сделали это», – прошептал он, поворачиваясь к Соколовой. «Мы вырубили его». Она открыла глаза, улыбнулась. «Теперь они свободны», – сказала она, – «и мы свободны». Громов поднялся на ноги. Он посмотрел на восток. Там, за горизонтом, красное небо начинало светлеть. Впервые за 15 лет он увидел не багровую дымку, а настоящий рассвет. Солнце пробивалось сквозь пелену, золотое и теплое. «Что теперь?» – спросил он. «Теперь мы идем», – сказала Соколова, вставая и отряхиваясь. «Мы идем на юг, там, где еще есть люди, где есть жизнь. Мы расскажем им, что голос мертв, что пустошь больше не поет». Она протянула ему руку. «Идем, шепот. Дорога длинная, но она наша». Громов взял ее за руку. Впервые за долгие годы он почувствовал, как что-то теплое разливается в груди. Не страх, не голод, надежда. Они пошли на юг, оставляя за спиной руины, пепел и мертвых жнецов. Впереди была новая жизнь, или, по крайней мере, попытка ее начать. Но когда они отошли на несколько километров, Громов остановился. Ему показалось, что он слышит шорох. Тихо, едва различимо, за спиной. Он обернулся. Обломки башни лежали неподвижно, но среди них, из трещины в бетоне, пробивался тонкий зеленый росток. Он рос на глазах, извивался, тянулся к небу, и в его извивах, в шелесте его листьев, Громов снова услышал то, что боялся услышать больше всего – шепот. Голос не умер, он просто ждал, он всегда ждал. Но Громов не сказал об этом Соколовой, он просто сжал ее руку крепче и ускорил шаг. Потому что некоторые истины лучше оставлять там, где они есть, в пустоши. А там впереди был новый день, и он принадлежал живым.